Когда-то Poco был экспериментом Xiaomi. Как это иногда случается, эксперимент оказался настолько удачным, что китайский производитель выделил Poco в суббренды. Здорово, YouTube! Poco X3 Pro – смартфон с максимальной производительностью за минимальные деньги. Уникальный в своем роде, но не без минусов. Обо всем по порядку, поехали! Комплектация у Poco X3 Pro не то чтобы богатая, но на фоне одноклассников выделяется как минимум прозрачным стикером с наклейками. Не все же только покупателям iPhone яблоки расклеивать. Владелец Poco тоже может украсить холодильник. Еще в комплекте есть карточка «Добро пожаловать в семью». Кстати, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. И добро пожаловать в мою семью. Помимо стандартных бумаг, в коробке еще прозрачный силиконовый чехол. Он крепкий и массивный. Смартфон, откровенно говоря, не самый маленький, а в чехле и вовсе огромный. Но при этом он надежный, как Nokia 3310. Скрепка, кабель и большая зарядка на 33 ватта. Неплохо бы еще гарнитуру какую-нибудь, но от комплекта с наушниками, кажется, уже все давно отказались. Внешний вид никогда не был сильной стороной Poco. В этих смартфонах упор в основном на мощность, а если вы ищете телефон с хорошим дизайном, то вам к Mi 11 Lite. X3 Pro это все еще массивный и довольно толстый телефон, без претензий на высокое искусство, хотя взгляду на этот раз есть за что зацепиться. Тыльная панель оформлена из разных видов пластика, отличающихся как визуально, так и тактильно. По бокам две полоски из матовой пластмассы. Она устойчива к отпечаткам пальцев, но на ощупь чересчур простая. Посередине вертикальная глянцевая полоса с мелким узором и брендом Poco с голографическим эффектом. В верхней части выделяется кругляш с блоком камер. На самом деле выступающая площадка прямоугольная, а закругления сверху и снизу дорисованы для красоты. На стыках моментально собирается пыль. На правом торце помимо кнопки регулировки громкости слегка утоплена в корпус кнопка выключения с дактилоскопическим датчиком. Срабатывает она моментально. Справа гибридный лоток, где может поместиться либо две симки, либо карта памяти вместо одной из них. В нижней части мы видим разъем USB Type-C, аудиоразъем, микрофон и динамик. Сверху инфракрасный датчик и еще один микрофон рядом с отверстием под второй стереодинамик. Корпус Poco X3 Pro полностью пластиковый, включая рамку. Поверх дисплея наклеена заводская пленка. В руке девайс ощущается очень хорошо, но это только в том случае, если вы любите такое добротное и массивное. В целом же перед нами внешне вполне обычный смартфон средней ценовой категории. Разработчики не позиционируют Poco X3 Pro как стильную штучку, да и ждут от этой серии совсем другого. В смартфоне установлен IPS LCD экран размером 6,67 дюйма с максимальной частотой обновления экрана 120 Гц, но при этом касания обрабатываются с частотой экрана 240 Гц. В теории экран идентичен тому, что и у Poco X3 NFC, с тем исключением, что у Poco X3 Pro защитное стекло следующего поколения Gorilla Glass 6. Также в технических характеристиках у смартфона не заявлена поддержка HDR10. Пользователь в настройках может выбрать частоту обновления экрана 120 или 60 Гц. Следует пояснить, что в частоте 120 Гц будут работать экраны в меню и поддерживаемые приложения. Высокая частота обновления экрана заметно добавляет плавности. Но если приложение не поддерживает высокую частоту обновления, или, например, вы смотрите видео, то тут будут стандартные 50-60 Гц. Частота обработки касания 240 Гц, и ее легко заметить, особенно в играх. Например, для игры в PUBG это просто незаменимо. Персонаж при этом реагирует заметно отзывчивее. В остальных же случаях разницы практически не заметить. Яркость смартфона всего 512 нит. На ярком солнце экран, конечно, остается читаемым, но с лишней сотней нит было бы еще лучше. Минимальная яркость 1,9 нита, и это отличный показатель. Учитывая отсутствие мерцаний на низкой яркости, режим для чтения и темную тему можно с комфортом читать даже в темноте. Вот, собственно, то, ради чего покупают Poco.
Установленный чип Snapdragon 860 сегодня не является флагманским. Существует несколько вариаций Snapdragon 865, а также 888. Впрочем, в продаже встретить устройство с этими чипами практически невозможно. Так что 860 вполне можно считать топом. Ядра этого дракона работают на повышенной частоте почти 3 ГГц, плюс 3 ядра Cortex A76 с частотой 2,42 ГГц и 4 энергоэффективных Cortex A55. Графическая подсистема Adreno 640 прокачана по частоте. В бенчмарке AnTuTu смартфон выбивает больше 550 тысяч. Конечно же, в играх вся эта красота себя показывает как надо. Спустя несколько минут после запуска соответствующего бенчмарка производительность процессора падает вдвое. Отметим, что в часовой сессии PUBG троллинг себя никак не проявил. Скорее всего, не удастся поймать его и в других играх. И все потому, что в игровых проектах куда важнее графический чип, а не вычислительный процессор, не успевающий нагреваться до предельных величин. В продаже имеются версии 6/128, а также 8/256 гигабайт. Устройство этой линейки никогда не позиционировало себя как камерафон. X3 Pro снимает нормально, но очевидно, что разработчики особо не парились над фотовозможностями смартфона. Формально здесь 4 фотомодуля, однако 2 из них скорее только для красоты и гармонии. Это 2-мегапиксельный датчик глубины и супер макро. Настоящих камер тоже 2. Основная 48-мегапиксельная и сверхширокоугольная на 8 мегапикселей. Из интересного, оба датчика могут снимать в ночное время. Правда, разница между обычным и ночным режимом не очень заметна. В остальном же предсказуемо. При хорошем освещении получаются снимки приличного качества. А при недостатке света, что в ночном режиме, что без него, детализация все равно страдает. В общем, видно, что из X3 Pro не собирались делать универсала, в котором прекрасно все. И дизайн, и внутрянка, и камера. Иначе зачем нужны будут флагманы? В смартфоне установлена батарея 5160 мАч, поддерживающая быструю зарядку. Телефон действительно заряжается на 100% за час. Комплектная зарядка при мощности всего 33 Вт обладает какими-то монструозными размерами. У меня же во время тестов Poco X3 Pro продержался 2 суток. При этом эксплуатация была не очень жесткая. Если играть на максимальной ручной яркости, то 5,5-6 часов это максимум. При просмотре видео на максимальной ручной яркости плюс-минус 10 часов. Однако при более-менее адекватном использовании смартфон без проблем продержится 1,5-2 дня. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0. Можно раздавать Wi-Fi как на частоте 2,4 ГГц, так и на частоте 5.0 ГГц. С помощью NFC можно платить в магазинах и метро. А стереодинамики звучат громко и сочно. С конкурентами у Poco X3 Pro в какой-то степени туговато. Например, есть Galaxy A52, но, во-первых, там Snapdragon 720G, а цена выше. Но в целом небольшая цена за возможность получить максимальную мощь, за это и любят Poco. Если вам важны габариты, камеры и дороговизна корпуса, то обратите внимание на Mi 11 Lite. На стороне Galaxy же яркий AMOLED экран, камеры и защита от воды. Да пребудут с тобой инновации!